Здорово, ребята! У нас очередной субботник. Напомню вам, это такой формат, в который я приглашаю всех, кто хоть как-нибудь связан с нашей ретро-сферой, чтобы поиграть на радость мне и на радость вам в свои любимые 8 и 16-битные игры. Сегодня вместо Димы Бачила стрим открывает другой ретро-игровой блогер. Это Рома Шабанов, известный вам как Брайс Ю, автор одноименного канала. Рома, я надеюсь, ты меня слышишь. Здорово. Привет всем 8 бит. Ты, знаешь, у нас очень был толковым блогером, а что-то в последнее время видосики-то не делаешь. Почему так? Скатился. Да потому что все, ребенок появился, сейчас тяжело снимать. Ты если смотрел там мое последнее видео, обзор Final Fight 3, Final Fight 3, да. Да, я начал там загоняться с этой графикой. Самобичевание началось, типа, я должен сделать еще лучше. И это все настолько уже усложнялось, что... Да, ты планку поднял очень высоко с использованием спецэффектов. Я поражался на твоих видео просто, как это все у тебя работает круто, как у тебя совмещаются несколько персонажей, причем таким образом, что они ходят друг перед другом, главное, взаимодействуют друг с другом, и это как бы абсолютно естественно выглядит. Я понимаю прекрасно, что продолжать на таком уровне трудно, особенно если у тебя еще есть семейные обязательства. Но тем не менее, видосами, а вот стримами ты не занимаешься сейчас? Нет, что-то мне постоянно говорили там, подписчики, типа, давай стримы хотя бы сделай. И так и не разобрался с этим вопросом. Камера есть, стримы так все-таки не начал делать. Опять ты меня, Пашка, это прищучил. Тогда получается, что я уникальный контент создаю. Рома Шабанов на стриме. Это как бы редкость. И надо этим пользоваться. Держи в курсе, что у тебя все хорошо, чтобы мы не беспокоились. Я сегодня, короче, вместо Бачила из Новосибирска буду. Ты же земляк бачиловский, да? Может быть, кстати, Дима нас смотрит, потому что он в курсе, что у нас субботник. Я видел, он писался в конфе. Сегодня Рома будет играть одну из своих любимых игр. Расскажи, Ром, что за игра, на какой консоли, почему выбрал именно ее? Ну, играть мы будем Аладдина на Супер Нинтендо. Играл в эту версию на Денде. С тех пор она мне такой в душу-то и запала. Это я уже потом на эмуляторах Блин, познал, ты знаешь, что... как было удивительно увидеть на Супер Нинтендо эту игру после того, как ее проходили в детстве на SNES и даже не подозревали, что это откуда-то порт. Было удивительно увидеть, что там за тобой бегает обезьянка. Насчет обезьянки я помню, был момент такой, но это, наверное, не у Супонева я видел. У нас была такая местная передача 8.16.32. Наверное, там я видел этот фрагмент с обезьянкой. И мне так показалось, нифига себе, это как-то так, типа вот за тобой какой-то персонаж еще бегает. Это прям был отвал башки на тот момент. Но на Денде-то ее не было. Тогда, да, поэтому вот сегодня, друзья мои, кто из вас проходил в детстве Аладдина на Денде, того самого, который прыгал, акробатические трюки исполнял, сегодня вы увидите ее оригинальную версию на SNES в исполнении Ромы. Так что, Рома, запускай. Вот теперь вы видите, вот он, Рома у нас на экране. Такой симпатичный. Причесался. Как видно. Чат видим, чат читаем. Рома тоже чат видит. Всем огромный привет. Доброго вам вечера. Надеюсь, вам понравится наш сегодняшний стрим. Сюжет очень важен. Вряд ли кто-то его знает. Надо. Тут же сюжет немного отличается от мультфильма, насколько я знаю. Капкомовцы решили проявить оригинальность. Тоже вечная война сеговской версии против снесовской. У меня обзоры там были, комментарии писали, ты чё, там типа мегадрайвовские Forever. А этот снесовский это такая подделка. Снесовский очень редкий просто по сравнению с мегадрайвовским. Мало кто в него играл. В силу пережитого в детстве, как в Терминаторе 3 было. Но однако она все равно очень красивая. Вот она, эта обезьянка, которая просто шокировала своей. А она что-нибудь делает в игре? Она помогает как-то? Она, кстати, по-моему, только на первом уровне. Ну, в общем-то, она не на всю игру, к сожалению. На самом деле, можно было, наверное, как-то докрутить и сделать более интересной. Как-то на врагов прыгала. Ну, первый уровень, надо сказать, пираты из Hammer Team, они очень добротно его, конечно, перенесли графически. Только, может быть, бледность цветов как-то повлияла. Все строения, все платформы, общий вид, он, по-моему, прям отличный. Тут же еще фишка с этими с красными алмазами, которые для коллекционеров. Типа собери и найди их все.
И я там в обзоре Да. себе рассказывал, что там вроде как секретная концовка будет, если все открыть. Алмазы, ну, так было написано в инструкциях. Но в итоге я проходил, собирал, пытался понять, в чем разница между обычной концовкой и концовкой со всеми красными алмазами. Вообще разницы нету. Ром, ты хочешь сказать, что красные алмазы не влияют только на концовку? Ну, типа, вместо очков, чтобы там в школу пришел и сказал, типа, я прошел со всеми алмазами. В самой игре ничего не дают, да? Да, и может быть кто-то нашел там, в чем прикол, но я так и не понял. Вот, я тут уже вижу знакомые лица с Нилыч из студии Puzzle с нами, Призрак Корский, Артем. Платформа не очевидна, потому что 16 бит порой от Sega, от SNES внешне не отличается особо. Panasonic 3DO 32 бита, и никто не мог понять, что за 32 бита, где они. Покажите мне 32 бита. Особенно в играх, которые платформеры. Вот я, например, играл в Векса. Вот так вот на уровнях реально от 16-битного особо и не выделяется ничем. Это сейчас там этот RTX on, RTX off. По звукам SNES от Sega отличается гораздо больше, чем по графике, мое личное мнение. Сеговскую версию надо попинать, пока есть возможность. Там же это, первый уровень вообще какой-то пустой. Вроде бы они, как у них там были эти аниматоры из SNES, но они там как-то больше именно по анимации работали. Ром, я, пользуясь случаем, знаешь, чего тебя хотел спросить? Откуда пошел твой интересный ник, Брайс Ю? Что это означает? Я хотел написать Брюс Уэйн, потом думаю, Брюс Уэйн как-то не очень, да? И написал Брюс В, но у меня Брюс-то неправильно получилось. Я не додумался в интернете загуглить, как Брюс пишется по-английски. Написал Брюсе. И думаю, типа Брюс Брюсе Уэйн. В. Вот оно Да. что. Я на самом деле был Бэтменом, но что-то пошло не так. Его все коверкают, как только это. У нас тут Павел Рызо передал нам 9999 рублей. Как на знаменитой многоигровочке. Там что-то с этим призовым фондом, типа, кто победит в голосовании, да? Но чтобы попасть в голосование, обязательно свою игру нужно пройти. Надо и алмаз собрать, и игру пройти. Ты знаешь, Прости меня, Ром, Паш. вот ты сейчас рассказал эту историю про свой ник, я понял, что у нас оказывается больше общего, чем я думал, потому что мой ник возник тоже, по сути, из-за орфографической ошибки. У тебя там киноман, а надо кино, да? Ну да, я хотел назваться Киноман, но было занято, Яндекс мне предложил Киноман. Я подумал, ну ладно, почему бы и нет. Если ник у тебя касается Брюса Уэйна, как так получилось, что у тебя на канале не было ни одного видео про Бэтмена? Подожди, нет, у меня же Бэтмен возвращается на Супер Нинтендо. Обзорчик у меня там. Ладно, я снимаю Я там- вопрос, значит я забыл. Я просто, видишь, когда создавал этот аккаунт на Гугле, канал-то я уже начал вести потом. Это когда, я помню, ты вот начал видосики снимать. У меня, слушай, у меня уже давно уже канал как-то. То ли с 13-го года, то ли 14-го. Ну У тебя да, же я киномания твои с первые 13-го. видео посмотрел еще вот в те времена, когда сам только начинал. Ну, я помню, да, что вот Жар появился. Первое видео у Жара про Toxic Power. Превьюшку посмотрел, думаю, фигня какая-то. Потом вторая часть появляется, Toxic Power 2. Я такой думаю, ну ладно, посмотрю. И вот посмотрел, там, мне так понравилось, что у него там эти всякие эти сценки. Он Скетчи. всё это вёл. Опаньки, пропустил алмазик, блин, Пашка, прости, пожалуйста. Я не знаю, что на меня нашло. Не, ну а чё? Сделай вид, что ничего не было. Или Ладно, запишем пройти на игру. монтаже. Ты понимаешь просто, Ром, у нас основная суть, чтобы ты проходил в кайф. Главное, чтобы пройти и порадовать людей. Вот тут в чате подсказывают, что ты свой канал создал в 2002 году. Ну, в смысле, аккаунт на ютубе. А видео там делать, надо- значит, начал лет 5 спустя. Паутина истории, первое видео. Я же там еще мультики делал. Изначально я тепликатором во флеше начинал свою карьеру. Да, я сначала мультики делал смешные. Был такой сайт Newgrounds, американский. Я там выкладывал какие-то свои мультики с корявым переводом на английский, некоторые даже дублировал. И потом уже я как-то вот именно Жара посмотрел, думаю, хочу вот снять тоже что-нибудь такое. И вот начал. Паутину истории рассказал. Там даже не обзор, а скорее просто интересные факты, наверное, так назвать. А в чем разница концовок, объясни? Да нет никакой разницы. Ты Ну прав. так и Я просто всё. Это значит, это психологический этот момент, типа, сам себя загоняет. Ну, это ачивка, типа, да?
Ну, наверное, да. Вместе Аладдин и Жасмин сбежали от стражников султана, побежали в дом Аладдина на крышах Аграбы. Тут же есть несколько кадров из мультика, ну, вот этих сценках. Мгм. Но это они все сами рисовали. То есть, видимо, не знаю, у капкомцев вообще не было доступа к этим, к аниматорам Диснея. Ну да. Я думаю, что в этом и разница, что игру на SNES рисовали сами капкомовцы, а на Sega и на прочих консолях, компах их рисовали диснеевские аниматоры. Надо это еще поискать, наверное, есть хак такой, где Джина играет Уилл Смит, они рисовали, а этого Аладдина там этот чувачок. Жар, круто, респект ему. Это факт. Жаль, что он нас всех оставил в ретро-пещере в нашей. Паша, будет меморис про Бэтмена? Мне из детства вспомнить, кроме игры Бэтмен и Флэш, особо нечего. Слушай, ну мне он в детстве нравился Бэтмен и Флэш. Я даже на видик записал, помню, я пересматривал, балдел, так, нифига, там Шварценеггер лысый. Охренеть. Ты имеешь в виду Бэтмен и Робин? Да, Бэтмен и Робин. Ну, который полный провал, там, Джорджем Клуни. Я прям балдел, мне нравилось в детстве. А потом такой захожу в интернет, а мне пишут, это говно галимое. Я такой, вы че, ребят, балдежный фильм. Ничего не понял, ну, думаю, ну ладно, если все говорят, что говно. Ну а сейчас тебе как? Ты мнение свое не поменял о нем? То есть это, конечно, не Бертоновский такой печальный весь. Ну, прям совсем говно мне его не назову. Там эти прикольчики, это типа вон там бэт-карточка у него. Он там ей все оплачивает. Ты знаешь, у меня вот похожее впечатление было, когда я последний раз пересматривал Бэтмена в Бертона, а после них посмотрел еще раз Бэтмен навсегда шумахеровский. Он мне на самом деле всегда нравился. Но когда я его посмотрел вот где-то год назад, пересмотрел первые два фильма, а потом посмотрел шумахеровский, он мне показался чистой воды мультиком. Это как бы может быть и ничего, но это что-то совсем другое. То есть, если его воспринимать как мультик, только снятый с живыми актерами, он неплох так-то. Но если его воспринимать на серьезных щах, как бертоновский нуар там, или нолановский, это, конечно, не катит. Ну, там же потому, что все это тут желание расширить аудиторию. Ну да. Детей, плюс эти игрушки продавать начали. Как с этим, с Робокопом тоже. Начинали там такие кадры, что ребенок может под себя сходить. А потом детское кино, там, девочка, главная героиня. Понятно, почему они это делают. Чтобы бабло срубить. Артем говорит, я понял, ты с этим форматом нашел способ людей на кухню не звать, а на Киноманию Лайв. Да, и это тоже. Ты же знаешь, из чего все пошло. Это классика. Ты мне скажи, вот по сравнению с дендевской версией, здесь прыжки также криво работают или лучше? Запускал же дендевскую-то. Ну, как я проходил, году в 97-м, да, на денде. Ну. Тогда это было кайф и обалдеть. А потом я вот этого нашел, SNES-овского поиграл, там на эмуляторе, в японской версии на картридже есть. И думаю, дай-ка я, чисто для сравнения, дендевского погоняю. Я офигел, насколько там кривая физика. Надо прям привыкать к ней. То есть здесь в этом плане прям играть приятнее. А, кстати, еще есть же порт на Game Boy Advance с расширенными уровнями, там как бы DLC. Вот этой игры порт? Да. Не видел. Если тебе это нравится, то я вам рекомендую погонять. Там потому что они добавили новые уровни, то есть как бы вот эта пещера, она более длинная и более опасная. Это даже как бы интереснее. Только что там этот экранчик узенький, маленький. Блин, ну тут очень прикольно сделано, что золото переливается, сверкает. Как бы сказал Сергей Супонев, это вам не эти 8 бит ваши, которые, как он там говорит, в каждом выпуске Дэнди уже все, ребята. Так, тут поступило несколько вопросов, надо на них поотвечать. Во-первых, меня спросили, что ты думаешь о Бэтмене 2022 года. Я не смотрел. Желание. Ну ты че, Бэтмена не посмотрел? Я тебе поставлю неут в этот дневничок. Не знаю, его все хвалят, но что-то я не знаю. Мультфильм Бэтмена Харли Квинн я бы тоже детским не назвала. Уже одно то, что Харли отметелила, а потом затащила постель Найтвинга. Светлана, новые мультфильмы мы вообще не будем рассматривать. Новые мультфильмы, там есть вообще жесть. Мне он Веталь показывал мультфильм про Джокера, где он там всех повырезал нахрен с кровищей. Я прифигел. Поэтому тут... DC-шные мультики, которые там... Да. Стойкие. Там что-то идет экранизация уже комиксов. Ну, то есть некоторые прям прямая экранизация комиксов.
То есть не хочешь комиксы читать, можешь посмотреть. Ну, как бы да, вот с этой точки зрения мне Ветали показывала некоторые из них. Но это мне нравится, я там не погляну. Они некоторые такие, скорее, мультсериальные анимации. Кто такой Жар, почему он покинул пещеру? Жар художник, автор обзоров Turtle Power, очень талантливый деятель, но, к сожалению, от видеодеятельности он отошел и сейчас только занимается рисованием. Ну да, он прям это слишком сильно тоже налегал на этот графон. Ну понимаешь, это извечная такая вот проблема, что люди доходят до определенной планки качества, я сам не исключение, и потом им комфортно продолжать работать трудно. Ну, мне еще эти, знаешь, написание сценариев, это прям сидишь, думаешь, надо что-то вот как-то, какие-то вот эти обороты постоянные, словесные, крутишь, вертишь, вот это все. Хочется поскорее начать что-нибудь поснимать, там, спецэффекты поделать, но надо же сценарий, чтобы был, потому что без сценария-то все равно говно получится какое-нибудь. Там еще игру пройти, записать, думаешь, блин, я хочу там на зеленом фоне походить, помоделировать сцену. Блин, что, опять один не собрал? Ну вот видишь. Технокромедиа. Нет, в версии Monster Mappocrypha под названием Бэтмен и Робин мне не попадалась. Только версия Бэтмен и Флэш. Бэтмен и Флэш, я всегда думал, что есть такой фильм. Я потому что помню, что смотрел сериал, был такой Флэш, 90-го, что ли, года. Помню, что видел несколько серий, мне так нравился. И тут такой этот картридж Бэтмен и Флэш. А еще этот Бэтмен бёртоновский. О, я такой думал, вообще кайф. И я ничего не понимаю, там, они бегают какие-то маленькие. Мы, конечно, с братом проходили там прям. А я, понимаешь, когда в детстве узнал про Бэтмена и Флэш, я думал, что это игра по серии игрушек сделана. Я рассказывал об этом в Dandy Chronicles. Опять я облажался. Ух ты, нифига себе. Ну тут за счет парашюта можно допрыгнуть, а так на Дэнди бы уже все, уже бы руина. Не, на Дэнди же тоже был парашют. Он был в основном только на первом уровне. Да ядрён потом. Спасибо огромное, Артем. Спасибо. Ай-яй-яй-яй. Я лажаю. Рома, живи. И дайте мне как лучи энергии, чтобы я протащил этот уровень. Ну, да ядрён, батон, что сдох, что ли? И что-то еще жизни, что ли, кончается? Не, ребята, это не серьезно. Ты что-то рассказывал. Да ядрён, батон, все, короче, я... Ром, кстати, ты уверен, что у тебя нет задержки в управлении? Тебе комфортно играть? Не, комфортно, просто тут это... Наровочку-то потерял. А то просто, поскольку ты из Новосибирска, вот Дима Бачила тоже у нас из Новосибирска, и он говорил, что у него прям задержка с московским серваком жесткая, он сам открывал миднафтовский сервак, чтобы игру проходить. Короче, из Новосибирска со своими серваками пусть приходят. Да. Уже так-то зрителей на стриме много, 1220 человек. А я тут сижу, позорюсь. Они потом будут рассказывать, играл там какой-то... Слушай, Ром, во-первых, ты не позоришься, а во-вторых, не ты первый, не ты последний. Так лажаешь. Ладно, Пашка успокоил. Там, наверное, этот Коля Кулхард смотрит, такой говорит, что так игра? Блин, 2 жизни осталось, нифига себе. А если я проиграю, все, я это, не участвую. Нет, ну тут так-то есть же пароли, есть конты, разве нет? А, ну да, так я их не записывал. Все, я, короче, как раз на алмазы дропаю. Забей на них, живи. Главное дойти. О, какой опасный момент. Графон-то здесь нифига себе так-то. Фу, не, все нормально. Я уже забыл, что здесь такая жесть. Нет, да. Вот что значит, Рома не стримит игры. У него синдром стрима проявился внезапно сегодня. А он об этом и не знал. Ну этот вроде я проходил. Блин, тут тоже, кстати, может не с первого. О, ни хрена себе. Ладно, все, надо прям предельно сосредоточиться. Да ядрён, почему с одной попытки-то? Это стрим, братан, добро пожаловать. Внуки потом будут пересматривать, говорят, дед, ты что там, как это играл? А я скажу, Пинк был этот из Новосибирска. Отмазка есть. Чего сервер не предоставил? Да ё-моё. Ну у тебя 4 конта еще есть так-то. Давай я расскажу, как я встретил Бачила, я же его в жизни видел реально. Да, вы же оба из Новосиба, рассказывай. Это была какая-то сходка этих 3D-сников, и вот он как-то пришел на такую сходку. А я даже не знал, что он там будет. Я только прихожу тоже, а он такой, знаешь, высокий, 2 метра или 2,5 в высоту. То есть я ростом 1,72 м, а он прям такой высокий, то есть его прям видно. И он там что-то снимал на видео. Я что-то как-то побоялся к нему подойти, так сказать, типа, Бачива, я там тебя знаю. А он такой, снимал. Но я, правда, не знаю, что он там наснимал. Вот это. О, что, пошел.
Ну, всего-то вот одной жизни не хватило. Ну, что там по этим, по алмазикам у нас? Ни одного, что ли? А, я типа... Ну, сильно так он потратил. потому что потратил, да. Да. Там же тоже вот в мультике не было такого, Спасибо, что он Сморипер. в волшебную лампу заходил. А здесь они придумали вот это. Дичь. А как здесь это по сюжету объясняется, что это не в волшебной лампе, а где-то в небесах происходит? Да, на небесах. Бачила нету, но как-то дух его все-таки с нами. Ну что, мы все время про него говорим, он настолько, видимо... Дима, я знаю, что ты смотришь стрим, покажись. Чан Рамен, спасибо. Говорит, привет Роману от нижнеангарских пацанов, хорошего стрима. Им тоже привет, всего хорошего настроения. И поменьше играйте в плохие игры. Блин, прикинь, мне даже платочек пришлось по новой брать. Я настолько хреново играл. Это еще хорошо, здесь есть платочек. На Денисис уже не было никаких платочков. Ну, блин, без платочка, конечно, это уже опаснее в разы становится. Он буквально может из любой херни вытащить этот платочек. Сейчас Вот Дима не за знаю. спиной Ромы покажется. Да, вот это было бы внезапно. Консольщик говорит, Роман, Ромка на своем первом стриме с почином. Да, теперь я буду каждый день, ну не каждый день. А вот тут мне казалось, что у него сиська торчит, когда он вылетает. Ты не представляешь, Ром, что казалось мне, когда на Денди он прилетал? Он на Денди вообще был какой-то весь непропорциональный, неправильный со своей расцветкой. Непонятно было, где у него там лицо вообще находится. Ну да, вот мне там все казалось, что у него сиська вывалилась, потому что он какой-то кружочек, впереди точка. Я думаю, что это за фигня? Я не мог понять там какие-то ограничения. Я вот много раз всматривался, хотел понять, а где лицо-то? И ведь все только сиськами решил. Так, кстати, да, Ром, ты ж не дорассказал, как ты с Димой познакомился. Ты его встретил, а дальше что? Пашка, ну видишь, я очканул к нему подойти, скажем прямо. А, Как бы первый раз его увидел, замялся. Ну я хотел бы у него посмотреть. Дима уже тогда был ого-го, да? Ах ты джи, да ядрен батон! Что-то я не ожидал, что будет так хреновая игра. Говорила мне мама, тренируйся, что ты вот сидишь. Ром, все так говорят, это нормально. Не ты первый, я говорю. У меня игра будет значительно проще, чем все это, поэтому я буду халявить. Скажу, у меня целая проблема с выбором игр под субботник, потому что моя очередь приходит уже тогда, когда поздно. Уже немножко устал, потому что там 5-6 часов отстримил. И хочется выбрать игру покороче. А игры покороче, как правило, большинство уже пройдены на канале. Поэтому приходится повторяться. Ё-моё, 2 конта, что я зря не пройдешь, всегда проходил. Может, правда пинг какой-то, может, я это... А что-то сегодня эту картинку смешную видел, типа геймеры, пинг у них там что-то 1/1000 миллисекунды, они там сидят, ворчат. Астронавты с НАСА такие, у них там пинг на марсоход. Там несколько месяцев, они такие типа... Стримеры зажрались. А блин! Давай. Фу, так, спокойно. Опа! Блин, Паш, я чуть это... Это было эпично. Я прям чувствовал, как ты напрягся, понимаешь? Не говори. За это многие любят стримы, за эти неподдельные эмоции. Вот Артем говорит, смотришь на Рому, кажется такой тихий, скромный парень. Но потом, когда проявляются эмоции в игре, он проигрывает, сразу все становится ясно. Консольщик говорит, наверное, Роман со мной согласится, что SNES-овский L1 лучше 16 бит. Мы ж Nintendo мены. Да. Вот, видишь, вот я вытащил себя на платочке. Вот платочек рулит, реально. Вообще. Хотя все равно даже с ним игра не кажется проще. Некоторые алмазики вот эти красные, они такие очень в неприятных местах. Да ё-моё, как? Ну слушай, наверняка точно пинг. Ты мне вот это сказал. Я начал об этом думать, и эта идея у меня... Блин, опять ноль жизни, да что такое-то? А ты сразу на геймбойчик. На Game Boy Advance. Ну, или на Game Boy Advance, да. У меня есть возможность стримить на Game Boy Advance теперь. Что мне нравится, здесь можно поакробатить от души. Не, ну уровень отличается от Денисского, да. Игра непростая. Боюсь, что если я сяду в нее играть, это затянется надолго. Для этого нужен какой-то такой формат, знаешь. Таким как раз и был список Тайщера. А ты, Пашка, не ведешь там этот учет, сколько у тебя игр уже пройдено на этих стримах? Ну, вообще, с недавних пор, да, у меня появился документ на Google Доках по играм на обоих каналах. Статистика ведется по стримам вообще, и многие игры пройдены по 2, по 3, по 4 раза. То есть список затащенных не отражает список реальных разных затащенных
наращенных игр. Наота, здорово, Паш. Наота же у нас вообще там, мы-то старички, а он там вообще... Ну не на ютубе, он видосики снимает. Да, он же еще до битников, да? До битников что-нибудь делал? Или битник это был первый твой опыт? Он снимал видео, когда YouTube был еще на дисках, к журналу прилагался. Когда YouTube был еще на локалках. Да. А вот он говорит Nintendologia, вот с чего все началось, и потом мутировало в битников. Но Nintendologia, она выходила уже на дисках, насколько я понимаю, да? Она же... Они там что-то в журнале подрабатывали. Пашка, как ты уговорил Некраса поиграть? Уговори его еще в игрофоне Нила принять участие. Нил, помнится, хотел его пригласить, но он не ответил. Мне никого не пришлось уговаривать поиграть на стриме. Я просто спросил, и ребята говорят, давай. Как Пашке отказать, когда такому приходит и говорит, ну ты че? Я делаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться, да? Типа такой говорит, ты че, играть что ли не умеешь, а? Ну-ка давай, приходи. Мистер Гаунтлет, кто там? Блин, да как? Ё-моё. Да что, ты еще Слушай, есть конты нормально. Мне накинули один. Это потому, что мне не пишут, давай, тащи. Большой Буковский, здорово. Ой, я у него смотрел эти обзор Mighty Final Fight. Последние два вида. Ну, и как? Ну, у него, да, так серьезно такое. Без сценок, мы же это, любители. Ну, сценку нам снимите, нам кинематографично. Каждому свое, да, что называется. Надо его Так, это там... пожурить. Блин, у меня нету платочка. А я такой тыкаю кнопочку-то. Блин. Хардкор, да, начался? А ты не ожидал. А я так к нему привык. Я всегда же с ним проходил. Блин, мне это было просто интересно. А как вот без платочка тут как? Ну, это был такой вопрос риторический, я не хотел проверять. Но, видимо, придется. Слушай, что-то это прям... Никогда так тяжело не проходилась эта игра, как сегодня. Ребята, вы мне просто поверьте на слово, что я хорошо играю, а вот все вот это не по-настоящему. Тут люди все нервничают, пишут, давай тащи, все будет нормально, не паникуй. Ну, я буду списывать, что это пинг. Ну, когда вот внукам буду рассказывать, что почему я так лажал. Скажу, это пинг, ребята. Слушай, да мы можем проверить, на самом деле, то правда ли это пинг или нет. Да, если мы проверим, что я кажется, что это не пинг, будет неудобно. Поэтому давай пока будем думать, что это пинг. Всем расскажите, что был пинг. Так, ну что-то это... Да, понеслась. Внимательно. Ух ты. Давай. Блин, тут бы уже надо было закончить уровень. У меня ощущение, как будто Рома первый раз сейчас в эту игру играет. Не говори. Слушай, ну я давно не играл. Я, в принципе, что-то давно уже не играл. Ну где выход? Да. Да. Пипец, я как будто, я не знаю, ехал слепой на машине. Рома, ты не представляешь, как Пашка играл в Zero Tolerance на Sega. Ты знаешь, как эта игра мучительно для новичков. Так, ну чё, вот этот знаменитый уровень, которого не было. То они там полетели на матрасе на своем и в макаку. То есть они полетели с пещеры чудес прямо в Аграбу, но, к сожалению, Абу, он упал с ковра. Да, и куда-то в пирамиду. Вообще, пирамиды там не должно быть, это же, получается, это разные страны, Египет. Так да, это даже разные континенты получается. Это кто-то нестыковочка у вас, надо будет написать этот отзыв. И Джин на Вилла Смита не похож, что за фигня, я за что деньги платил. Вон как говорит Паша, передай, чтобы он не нервничал. Ее всего-навсего смотрит 1362 человека. Бодрячком. А где ты взял платочек? А вот я прошел и нашел, да. Блин, да, я не заметил. Так все. Какое-то подлое место. Вот это вот. Да. Попробуй взять, да. Зачем он тебе? Ну вот зачем, объясни. Пашка, я могу, я смогу. О, видишь? Я верю, ладно, все, мои аплодисменты. Ты смог. Блин. А тут нельзя цепляться. Да. Я это тоже в отзыве напишу, что нельзя цепляться. Знаешь, что я думал в сторону упрощения тогда? Думаю, если я не могу там влепить на зеленый фон там себя, вот это, может быть, как-то попроще снимать, как вот в кадре там минимально появляться. Не так интересно получается. Спортивного интереса не хватает тогда. Многие так вот начинали, что типа снимали крутые эти. Да ядрён батон! Снимали крутые обзоры там с сценками, потом в сторону упрощения пошло. Обидно, вымирает этот жанр, наверное. Нельзя сказать, что он вымирает, но его становится меньше, потому что люди прогрессируют. Вот возьми, например, Кропа. Какие у него просто охренительные были встречи в последних мегагерцах. Прошел уже целый год. Он год снимает новый выпуск, потому что уровень уже до такой степени высокий,
что времени Да, и у трудов него там- надо в 5 раз больше, чем раньше. У него там по часу, там по 1,5 часа. Ну да, у То него есть, практически фильмы целые. Он, наверное, один снимает. И монтирует тоже один. Снимает один, монтирует один, но просто у него есть ребята, которые ему со спецэффектами помогают, с гримом там. Но так все тянет на себе он. Блин, я почти прошел прошлый раз. У Пикселя Девила тоже дочка родилась, что не мешает ему стримить и снимать видосики. Ну Так так у у него же Пикселя студия, Девила у у него него студия. У Да, него же рабочее место есть. Че, ушел из дома на работу, а на работе сидишь, снимаешь и стримишь. Да, он-то хорошо придумал. Но мы просто вот вдвоем сидим сейчас на удаленке с женой, мы там еле справляемся с этой дочкой. Она настолько активная, а мы настолько уже привыкли не напряжно жить, что для нас это вызов настоящий. Там где придешь и говорят, а что, второго надо рожать? Они такие, «Ну, второго. Мы с одной справиться не можем, это просто. Мы люди с 3 детьми, там, как они вообще жили еще. Там, как вот мои родители, мы там с братом были вдвоем, бегали. С братом, это ты про Хриплого, да? Нет, у меня есть настоящий брат, а не этот хриплый. Блин, передай Хриплому привет, я по нему скучаю. Он тоже мог бы, кстати, что-нибудь поснимать, пока я-то ладно. М. Воспитываю ребенка, а он бы мог поснимать. И малой еще у меня там есть. Вот Роман пишет, после рождения сына пришлось завязать с карьерой художника по всем фронтам и стилям. Приходится жертвовать, что поделать, идти работать на завод. Ну, я еще это что-то делаю по ночам. Там. О, блин, сейчас будет, чтобы он набирал. Ну вот на Денде это больное место. Ну ладно, у меня есть платочек. С платочком, дай бог, пролетим. Только вот этот, наверное, я пропущу, пожалуйста. Вау. Пропущу. Хочется взять, конечно. Хочется все собрать, все аккуратненько, все пройти. В детстве нравилось, что здесь эта акробатика офигенная просто. Не припомню никакой игры, где можно было так вот попрыгать. Перерисовано на Денде оно было очень добротно. И фигня только в том, что эти прыжки от всяких стен, от всяких шипов не всегда срабатывали. Капку, им надо было выкупить у пиратов версию, лицензировать ее, и все. И не париться. А вот этот чувак мне нравится, у него так можно это весело попрыгать. Ну ладно, не здесь. Парень, прости. Попрыгать на ножах можно так. Это Здесь что, прям загипнотизированная обувь? потуга на босса. Прикольно. Сильвер, большое спасибо. Говорит, Египет в принципе недалеко от предполагаемого нахождения выдуманной Аграбы. Через море и землю граничат. Ну то есть притянуть можно, да, ты считаешь? Что-то, по-моему, я читал, что Аграба это типа Багдад. Ну вроде Или да. там, это же выдуманный город-то, по идее. А, сейчас вообще на изи проходить будем. О, сейчас самый сложный полет на ковре, да, будет? Это тебе не то, что там в пещере летать. Вот сейчас будет настоящее испытание. Хардкор Можно сейчас сказать. подвезут. Нужно девушку прокатить так, чтобы ей понравилось. И я посмотрел тут вот этот один день детства про трансформеров, про игрушки. Так, И ты виноват, но я думаю, блин, разностальгировался. Видно, да? видно. Купил шестизарядника себе. А, купил? Да, у меня был в детстве этот шестизарядник, уродливый, кубический. То он был не шестизарядником, это был Quick Switch или что-то такое. И я такой думаю, блин, он такой кайфовый был, куплю себе шестизарядника хотя бы. Но только я от дочери прячу, потому что она Ну я понимаю. от него рожки до ножки останутся только. Никакой трансформер не справится. С ума не А у тебя в поднимать. детстве были трансформеры? Да, у меня был Вольтрон, у меня был. О. Ну, кстати, многие, которые ты показывал, они были по всей стране. У нас был в детстве парнишечка, с братом учился, Сережа. Он любил приходить в гости, и у тебя там, скажем, какой-нибудь трансформерик появлялся новый, а он приходил в гости такой, ну классно, поиграет, посидит такой, и говорит, а давай-ка поменяемся. Ну, какую-то там херню дает, там, как мотоциклиста какого-нибудь вместо Вольтрона. А я был маленький, думаю, ну ладно. И он всегда менялся, гад, навсегда. Он говорит, давай навсегда поменяемся. Вообще предприимчивый. И это постоянная такая фигня. Вот придет какого-нибудь кайфового трансформера утащит, я уже говорю такой, да не буду я с тобой, Сережей, меняться, уже все, иди. И он начинает уговаривать. И вот он час уговаривает, 2, ладно, все. И вот Охренеть. все детство его проклинали все, потому что, ну блин, ну реально, вот все хороших трансформеров утащил. А я же потом, подросли, как бы, там же где-то 16 лет начинается, типа, нафиг мне эти игрушки нужны, нафиг мне это Денди, раздать, подарить. То есть ты хочешь сказать, пацан предлагал поменяться навсегда. Если ему отказывали, он начинал конючить по 2 часа
условно говоря, там 2 часа. То Ну есть да, он не да. отставал и прям выдавливал, да, пока Да, у него такая фишка была, что... Нельзя было там ему треснуть леща, например. Ну, видишь, я тогда еще был маленький, как бы. Вроде- Нет, со временем уже мысль начала появляться. Ну, он даже иногда на неделю соглашался, и в итоге все равно с концами. Кстати, музыка одна из немногих в игре, которая прям похожа на дендевскую версию. Тут спрашивают, во что будет играть Некрос. Вот когда Некрос к нам присоединится, вот он вам и расскажет, во что он будет играть. А давай, Пашка, все будут в один играть. У нас в прошлый раз такая была ситуация. Все участники, все 4 выбрали игры, так получилось, на разных платформах. То есть был прям ассортимент. Dendy, Sega, SNES и еще и ZX Spectrum. Ой, Спектрум этот, слушай, я не знаю, как на нем люди играют. Поэтому мне даже пришлось, чтобы тоже поддержать этот флешмоб, пройти игру на Game Boy. Тут спрашивают, а Я есть ли хотел- версии на SNES тот самый баг из Dendy с финальным боссом? Это когда это у где- тебя остается один удар, ты впиливаешься в врага, и пока проходит анимация смерти, ты еще один удар получаешь от шеста и ну, воскрешаешься. По-моему, здесь такого надо нет. Это, наверное, это привилегия пиратской версии только. Почему Паша ведет себя так, как будто он видит эту игру впервые? Дело в том, что я видел эту игру целиком один-единственный раз именно в обзоре Ромы. Я не помню, чтобы кто-нибудь из моих друзей стримил. И да, я на нее смотрю сейчас как первый раз. Ну, у нас же по этим, по супер нинтендовским играм больше специализируется Нил Бородищев. Он мажор, у него в детстве была Супер Нинтендо. Ну, знаешь, Donkey у Димы Kong Бачила играл. тоже была Супер Нинтендо. Надо у Бачила было спросить про знаменитый магазин Алькор. Вот в Москве были магазины Денди, а у нас был магазин Алькор. Но Дима рассказывал, что он свой SNES получил еще до того, как она появилась в торговых магазинах Денди. То есть за границей. Да-да-да. Мы мечтали о Супер Нинтенде с братом. Ну, мы увидели в этой, у Сергея Супонева остров Йоши, он показывал, там был какой-то выпуск, и он там показал остров Йоши. А там такая рисованная графика. Угу. И мы такие, «О-о-о!» И все, этот остров Йоши нам так понравился. И мы, по-моему, даже записали на видик этот выпуск и пересматривали. И мы прям рисовали там в тетрадках этот остров Йоши там. И мечтали, что поиграем в него. Отвал башки был такой прям. И мы даже вот в Алькор этот пришли в магазин с бабулей. И такие, бабуля, спроси там остров Йоши у этого продавца. Она говорит, такая, что, опик Йошик? И ты говорит, опик Йошик, есть у вас картридж? А мы такие, остров Йоши. Ну, он там что-то, по-моему, был, но Супер Нинтендо-то у нас не было, и денег не было. И мы такие, типа, ну ладно, картридж есть. И мы Между такие прочим, посмотрели. картридж с островом Йоши стоил почти как 2 Денди. Это вот как раз таки из магазина в новой реальности было видно в продаже острова Йоши. 185 тысяч рублей. Денди стоило 90 тысяч рублей. Даже да, 2 Денди стоил картридж, вообще жесть. Ну, наверняка у Нила-то был такой картридж, и наверняка у него еще что-нибудь такое было. Надо было нам с тобой у него во дворе жить, он бы нам давал поиграть. Определенно. А вот у нас, кстати, вот не было ни у кого Супер Нинтендо из друзей. нас У только меня всех только у появилось. одного соседа была, и я один раз в жизни на полчасика у него в какую-то игру поиграл, которую уже сам не помню. И все. Ну, мы еще вот мечтали о Panasonic 3DO, это тоже было. Леша Лягушев нам поясняет. Паша, титры отличаются, если все брюлики собрать. Ну, надпись Сами какая-нибудь спасибо. другая там вылезет. Саммер Сноу говорит, Рома, Алькор переехал во двор. Все на той же вокзальной магистрали, только он теперь очень маленький магаз. Ну да, я там был в этом. Мне бы найти фотографию вот этого оригинального магазина, каким он был. Там такой маленький был закуточек, вот эта витрина. Угу. Просто я как бы там был, я помню ведь примерно обстановочку, но хочется просто вот светлым взглядом видеть это, как вот это было. Бодигуд говорит, Паша, ты не можешь чего-то не помнить, ты же Паша. Я вас удивлю, я очень много чего не помню. Я помню только то, о чем я вспоминаю. Вот такой вот каламбур, но тем не менее это правда. Так, и это я... Чё, еще живой, что ли? Да, но здесь же будет крутотень, которой нет в сеговской версии. Тут у Джафара 2 формы. О, тихо, тихо, тихо. О! Да ё-моё, как жук летает. Блин, давай, кидай свою палочку. Кинул Блин. палочку. Блин, все, я последний. Живи, Ромчик! Я просто как это... Блин! Не, ну ладно, 10 сердец. Платочек там на змеиной форме пригодится. Так вот, Даже живи, там же будет- береги, тащи.
Так, все, ну я примерно вспомнил уже тактику. Опа! О, Джафар. Я тупанул. Так. Да блин, все, я начинаю нервничать. Слишком многое на кону. Привык этих ассасинов проходить. Где там не о, сдох. господи. В обновленном магазине Алькор я был, да, там просто уже, там, конечно, как говорится, не то. Не то. Нидлстен кричит, зажимай кнопку прыжка, когда прыгаешь на посохе. Да ядрён батон, ты охренел, что ли? Столько у меня как-то заспамил. Слушай, да, получилось. Спасибо за совет. Ставлю лайк, подписываюсь на канал. Знаете, почему Рома все время говорит ядрен батон? Потому что он батоны в игре собирает. Да, точно. Да, блин, нет, не буду рисковать. Только давайте без риска. А этого, кстати, вот АВГН я начал смотреть уже, когда после твоего проклятия слоненка. Ты же там все рассказывал, что тебя он вдохновил, а я как-то его не видел ни разу. И я даже не понял вот это пост-мета-ирония, вот это, что ты там у него некоторые приемы это позаимствовал. Я не понял, я подумал, что ты все сам придумал. Ну, Пашка, какой молодец. Нет, ну что-то придумал. Но в проклятии, конечно, ВГН много. Ну это понятно, ты как бы посмотрел. Да. Так, Ромик, внимательно, 2 удара. Я тебя раздавлю, негодяй. Горшки летучие, горшки ползучие. Так, тихо. Все, хана тебе, парень, давай. Ах ты, ребята, меня обманул. Ну ладно, придется еще кого-то потратить. Дэн, спасибо за 100 рублей, пишет. Брайс Ю, зачем забросил канал? Да я не виноватый я когда-нибудь вернусь. И ну ладно, сейчас маленько потренируемся. Платочка-то нет. Нет, но может быть дадут, может быть тут реально в этой игре на каждом уровне есть платочек. Не, он, по-моему, он дал на каждом уровне. Блин, я же эту игру прокачивал, у меня же есть там где-то мануал на русском. Надо было прочитать. Блин, Ветель заплакал. О, житуха, ничего себе. Я теперь подгоняю, что у него платочка нет, нажимаю. Типа сейчас пролечу на платочке. Может быть вот там, в этом самом, в кувшине есть? Нет, он же обычно валяется. Валяется, просто да? Так. Ну ладно, давай, ладно, все ты аккуратно. Сейчас спущусь. Не рискуя. Это яблочки. Давай. Ай-яй-яй. Как оказывается, платочек много значит в жизни Ромы? Да потому что когда проходишь все время с ним, как думаешь, что он всегда будет с тобой. Угу. Курочки. Нормально. Агробахский пуховый платок. Ветель, я думал, как так пошутить, но не придумал. У меня тоже была эта ассоциация. Ну все, так, платка нету. Так нафиг он тебе тут нужен? Ну ты на боссе его и не использовал. Змея же там, подколодная змея будет, она... Ну блин. Что-нибудь придумать, все-таки 3 житухи затащим. Наверное, все-таки затащим. Да ты чё, парень? Хватит уже. Пашка, определенно какой-то финт есть, потому что я уже... Да я понимаю, да, скорее всего. Некоторые подвисания. Нутром чувствую, что-то не то. Нормально. Можем. Да, ядрен батон, все забываю. Тактика-то простейшая. Пролетел, брыкнул. А ты, Пашка, этого смотрел? Аладдин это киношку. Смотрел. Ну, в целом, знаешь, на один раз. Ну, я посмеялся в некоторых моментах. Мне там даже понравилась песня «Жасмин». С эффектом остановки времени. Да, что-то там было. В целом, ничего, пойдет. Блин, что-то не сработало. Чувачок сидит, работает. Да. Все. Так, сейчас самое сложное. Ну, у меня половина. А если ты проиграешь, ты со второй формы начнешь? Да, по-моему, да. Ага, ну лады. Потому что 2 жизни. Это прям пароль? Да, чтобы уже точно мне игра говорит, лошара, на тебе пароль. Погоди, так это что, это сейчас еще кусок уровня будет? Просто битва с этим, со змеей. Ни хрена себе, пароль перед битвой дают. Вот это даже пожрать дали. Офигеть. Тухлую курицу из этого сундука. Так, ну смотри, Рома, у тебя осталось 15 минут. Блин, Пашка, я сейчас выложусь. Как-то там на нее без платочка-то, ё-моё. Глупышка, дурашка. Да ё-моё, вообще что такое? Это Моди 7, это ваш любимый, ваш родной. Моди 7. О, неплохо. Блин, я опять не помню тактику. А когда ты последний раз проходил ее? Да слушай, больше года назад. Ну я так, знаешь, поигрывал, но я не до конца. Игру в начале года проходил на Мега Драйв. Думал обзор написать. Дочь маленько подросла, я думаю, только может все-таки получится. Там опять начал сценки эти придумывать. 3 сценки сделаю, ограничу себя. О! Но в итоге игру прошел, а сценарий так и повис в воздухе.
Ну, надеюсь, еще вернусь к этой игре. Да, конечно, вернешься. Если есть желание, возможности подтянутся, что называется. Опять. Ну ты загибайся уже. По-моему, он только и делает, что загибается. Но и разгибается тоже. Нет, да. Все, нет. Надо святой водичкой на монитор побрызгать. Так, Ромик, все будет нормально. 1500 людей за тебя. Отец Павел, вы там как-нибудь посубите. Благословляю на прохождение, о сын мой, Роман. Я охренел. Ко мне Бен приехал в прошлом году и на полном серьезе говорит: Пашка, благослови на затаскивание соточки. А ты такой, ну слушай, такие решения принимаются в попыхах. Слушай, я Бена посмотрел, он там рассказывал про свой утюг, про кошку, у него там эти, как космонавты там что-то, белое солнце в пустыне смотрят на удачу, а у него утюг там на удачу, кошка на удачу, чего у него только на удачу нет. А ты, змея, я тебя убью. Ну такой, что говорит, утюг, говорит, там посоветовали поставить, он говорит, поставил, и пошло. Знаете, помогло, да, и я такой, а что я делаю? Ты пытаешься так допрыгнуть, ты ж не допрыгнешь. Еще платочек этот подлый меня подвел. Все, я просто слился. Это как у тебя что-то было на каком-то стриме, что ты там проходил на последней жизни, там чудом бац. С Пикситевером Кондор проходили какой-то... Ой, Ром, таких историй знаешь сколько было? Я на прошлом субботнике Терминатора 2, которого прохожу без проблем, за полчаса 2 часа мучил. На Дэнди, который? Да. Мы там не могли пройти мотоцикл с братом. Ой, мы там столько мучились. В детстве мы тоже не могли пройти мотоцикл. Вернее, Илюха не мог пройти мотоцикл. Для нас эта игра была 2 уровней. Вот первый и мотоцикл, и все. Это как, знаешь, как в Battletoads. Прошел турботуннель, считай, прошел игру. Я помню, мы купили этот Battletoads Double Dragon, совершенно случайно пошли там. Ух ты, 2 удара. Я уже познал дзен и теперь могу... 3 удара. Пашка, ты там если есть дудочка, поиграй на дудочке, может быть он это... Давай. 5 ударов. Живи, Ромик. Я думаю, там полчата на дудочку сейчас играет. Да не спеши. Да идем, да какого хрена? 6. И там, значит, все такие считают хором. 6. Да давай. Почему не дотянулся? Да давай. 7. Да сдохни уже, Акап. 8. Да сдохни. Да. Шампанское. Шестизарядник. Стрелять. Да. Посмотрите, сколько радости у человека на лице. Представляете? Майк надеть на голову, как футболист. Вот что делают ретро-игры. На самом деле, ребята, так было задумано. Мы с Пашкой это планировали. Ну так а как же? Естественно, мы планировали. Повернулся. В смысле? Это постановочный кадр. Я что-то подумал, ты это самое раннее управление отпустил. Да, ты прикинь. Все, кто болел, все, кто верил в меня. Все, кто играл на дудочке, вам отдельный респект. На дуде. Хочу передать привет маме. Мама, привет, я у Пашки на стриме. Все хорошо. Я поел. Кстати, они могли бы замутить по фильму, по вот этому с Уиллом Смитом, пиксельную адаптацию тоже. Типа Алладин 2. Фильм «Мумия», когда с Томом Крузом сняли, там какую-то замутили пиксельную игру по ней. Да, я не слышал. Как же он называется? «Мумия». Там типа солдатом управляешь каким-то. Я «Мумию», подожди, я «Мумию» не с Томом Крузом фильм знаю. С Брендинем Фрейзером. Да. Есть еще и не только Брендер Фрейзер, есть еще Том Круз. Ну там как бы переосмысление. Там еще этот гладиатор Рассел Кроу снимает. «Мумия The Master»? Да. Это игра называется «Мумия The Master». The Master, да. Типа что они в пикселе вернулись. Ну там, говорят, она хорошая получилась. А вот еще вот эти браслеты, они исчезли у него в мультике же, а в мультсериале-то они у него опять вернулись. Я этому не придал большого значения, потому что я в детстве полнометражный мультик видел всего лишь 1 раз. Я этих подробностей вообще не помнил, когда я увидел уже мультсериал. Да, я тоже помню мультсериал. Когда я его смотрел, то ли перед мультсериалом, то ли во время мультсериала. И этого Маугли я тоже помню, смотрел в детстве. Хочу, чтобы моих ног тек Нил, только Нилу не говорите. А Нил нас не смотрит, Нил, передай, там, у него же там угадай мелодию и графон. Он что-то тоже забросил, у него был герой дня. Ну, герой дня это прям сложный такой проект, который что-то особо не зашел народу, очень жаль, кстати. Поэтому он сейчас на графон переключился. Так, ну затащено, Ромик, я тебя поздравляю.
Ты мне там галочку в резюме поставь, затащил Аладдина. Конечно, на своем первом стриме. Первая затащенная игра Aladdin на SNES, между прочим, нечастая на стримах. Прямо внимание, скажем. с этим, с input лагом у меня, получается, у меня хардкорная версия была, затащил. Да. Когда все обстоятельства были против меня. И даже, думаю, Пашка даже не верил нам, там сидел. И думал, Я только не блин. понял, где здесь должны были что-то написать, если ты соберешь все алмазы? Может быть, там типа просто специальное спасибо. Дорогой товарищ, хорошо, что ты прошел эту игру. Вот тебе специальное спасибо. На Сегу его переделали, вот что вспомнил. Есть пиратская версия на Сегу. Портированная с Дэнди, ой. Нет, это, по-моему, нет. Они, по-моему, с Super Nintendo переносили. Ну, там это, графика по цветам. Да? Но они там что-то еще хуже сделали, физику, по-моему. Я что-то так запускал, думал даже купить, думаю, ну блин, он мне так нравится этот Aladdin, что я хочу купить его на Сегу. Потом на эмуляторе потыкал, думаю, ну что-то это не торт. Интересный экземпляр. А у тебя в коллекции лицензионный картридж этого Аладдина или прокачанный? Нет, у меня лицензионный, и я его прокачал. Японский. Я его покупал там что-то за какие-то гроши. Ну, они японские, на этом, на eBay, что-то недорого стоили. Вот тебе special thanks Capcom All Staff and you. Да, вот видите, я собрал все алмазы. Если вот кто-то не верил, то... Ну, как бы да. Вы там это, давайте. Вот, 29 штук. Их всего 29. Я вот сейчас смотрю вот в интернете, сколько Ну да. алмазов в Аладдине. Почем Так что- алмазы в Аладдине? По 29. штук. Эй, дорогой папа, Зиент. Красиво. Волшебно. Там кто-то написал у меня Грюсев. Не Грюсев, а Брюсев, понимаешь? От слова Брюс В. Мы с Пашкой разбирали. Вообще Нет, уложиться надо было в 1,5 часа, и Рома с этим успешно справился. Пашка не говорил про 1,5 часа. Я такой думал, ну, а может, развезет, там буду долго. Ну, я просто изначально планировал коротенькую игру. Как это я тебе не говорил за 1,5? Я говорил. Нет, по-моему, ты мне ничего такого даже вот первый раз слышу. Нет? Ты мне вот только выдал, что у тебя 15 минут осталось. Короче, нормально все. Ты, главное, затащил, все, справился. Голоса не попадешь. Молодец. Ну, вот, знаешь, как последний удар по боссу остался, ты меня отрубаешь и говоришь, все, время кончилось, не прошло. Нет, ну блин, ну ты что, ну разве я позволю себе... А я тебе такой пишу в чатик, Пашка, ты что? А ты такой, не-не-не-не. Все, следующий. И следующему также отрубил. Ну, ребята, всем привет. Кто Ой. смотрел, все молодцы. Мы сделали это. Без вашей поддержки я С бы почином вообще тебя, ничего не Ром. прошел. 1500 человек порадовали за тебя, я в том числе. Это было прикольно. Мой шестизарядник Тоже с нами рад. тоже был, помогал. Я рад. Отлично. Пашка меня позвал. Так, что, отключаюсь тогда, да? Ну, вебку просто выключи, да, я сейчас ее тоже закрою.